Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поиграем немножко в JavaScript и напишем игру на связке HTML плюс немного CSS. Ну и, конечно же, основная масса будет на JavaScript, на котором мы напишем логику нашей игры. Игра очень простая, угадай число. То есть компьютер будет загадывать число, наша задача будет угадать, сделаем какое-то количество попыток, ну и, конечно же, сделаем какой-нибудь небольшой интерфейс, чтобы это все выглядело не так заурядно. Давайте будем начинать. Я, собственно говоря, здесь уже создал базовую конструкцию, да, базовый HTML. Ничего нового здесь нет, есть файл main.js пустой. Давайте сразу же в базе. Пропишу до него путь и, пожалуй, сверну это окошко. И давайте сразу же открою его в браузере. Так. Ага. Вот он. Отлично, хорошо, все. Супер, работает. Ну и давайте будем смотреть, что есть что. Значит, первым делом давайте напишем небольшой каркас для нашей игры. Для этого создадим небольшой контейнер. Ну, давайте, например, game контейнер. Я немножко не быстро печатаю, поскольку я сегодня сжег себе палец. Поэтому давайте назовем игру «Угадай число». Я загадал число от 1 до 100, пускай будет. Так, значит, что мы еще сделаем? Давайте мы сделаем, знаете как, хочу, чтобы это был не просто какой-то такой невзрачный интерфейс программы. Я бы хотел, чтобы там у нас помимо пользовательского ввода был еще некий такой сайт-бар, наверное, даже прогресс-бар, где мы будем отсчитывать количество попыток и чтобы пользователь видел какую-то визуальную часть. Да, я думаю, что это будет хорошая идея. Значит, давайте сделаем здесь возможность пользователя ввести inputs type number, поскольку нужно будет вводить числа, да. Соответственно, зададим идентификатор, чтобы потом можно было его привязать к JavaScript. Ну, давайте так назовем его. Соответственно, минимальное значение 1, максимальное значение 100. Сразу же добавим две кнопочки. Давайте button. Ну да, давайте просто button. Значит, тут у нас будет угадать кнопка. А снизу у нас будет button начать заново. Чтобы можно было игру, да, запустить по новой, не дожидаясь окончания, допустим. Сюда же мы потом повесим события наших функций. Пока оставим просто так, каркас. Ну и давайте сам прогресс-бар добавим. Для этого мы, пожалуй, возьмем, создадим тут небольшой div элемент и сделаем его ID, назовем progress-bar. Так, давайте добавим сюда тоже еще один div. Здесь уже напишем ID progress. Тут у нас будет сама шкала времени заполняться, да? Ну и в конце давайте еще выведем сообщение. Так. Вот так вот. Сюда будем вводить какое-то предупреждение какое-нибудь. Ну и давайте теперь немножко CSS, совсем чуть-чуть CSS. Я предлагаю засунуть его прямо сюда, в этот же файл. Поэтому я, недолго думая, помещаю его в text-style. Мы все прекрасно знаем, что это за тег. Просто не хочу создавать отдельно взятый файл, потому что CSS-кода мне будет не так уж и много. Давайте сделаем
немножечко on family serif, да, поставим, просто чтобы был небольшой какой-то антураж. Давайте, значит, сразу же отстилизуем наш гейм-контейнер. Прекрасно мы знаем, да, что не очень приятно и не очень правильно использовать обращение, да, через наши идентификаторы. Лучше это все делать по-другому. Выбирать другой селектор для стилизации, но сейчас у нас достаточно простая программа, поэтому вполне себе рабочий вариант. Значит, давайте зададим ширину сразу же. 300 пикселей пускай будет. Помимо этого отцентрируем его. Только не О, а 0, да? И здесь еще текст Elegant также центр сделаем. Супер. Так. Как у нас записан гейм-контейнер? Угу, хорошо. Но вроде как проблем никаких нету. Здесь просто сделаем небольшой отступ, чтобы опять же все смотрелось красиво. Ну и давайте простилизуем сам прогресс-бар. Давайте вообще посмотрим, что у нас сейчас визуально получается на странице. Так. Ну-ка, если так. Вот, отлично. Так мы ее как раз таки видим. Все, супер. Значит, соответственно, я загадал число. От 1 до 100 попробую его угадать. 2 кнопки. Угадать, начать заново. И снизу будет появляться текст в разделе Message. Пока не сильно все отстилизовано у нас. Давайте добавим еще парочку стилей. Значит, что мы сделаем еще дополнительно? Ну, стилизуем сам прогресс-бар, который у нас будет изменяться. Поэтому давайте возьмем сразу же его под изменение. Так, не очень удобно делать это в 1,5 руки, но пока что ничего не поделаешь. Так, значит, ширину зададим 100%, высоту сделаем 20 пикселей, вполне себе достаточно. Background color сделаем какой-нибудь CCC. Значит, border давайте зададим границу, да, 1 пиксель solids FF000, пускай будет черная граница. Ну и сам, значит, получается прогресс. Тоже стилизуем. Значит, здесь ширина 0%, он у нас будет увеличиваться, да, по ходу дела за счет JavaScript. 100%. Далее BK. Давайте цвет какой-нибудь такой приятный сделаем. 007, что-нибудь из серии там. B какой-нибудь. FF. Ну, вот типа такого. Ну и давайте еще добавим анимацию. Такой небольшой, 0,5 секунд. Так, и, соответственно, стилизанем еще message. Так, ну и здесь margin top просто-напросто сделаем 10 пикселей. Все, достаточно. Так, давайте проверим, что у нас получилось. Так, вот наш прогресс-бар. Угу, отлично. Ну, кнопки есть, но пока не кликабельные. Ну что ж. Вот этот прогресс-бар у нас будет заполняться. Давайте сейчас напишем код для того, чтобы он у нас заполнялся. Поехали. Так, main.js. Значит, какая у нас логика, да? Что мы должны будем с вами сделать? Нам нужно написать ряд переменных на попытки, на максимальное количество попыток. Нужно будет загадать число какое-то. Затем сделать парочку функций. Функцию на проверку угадайки и, пожалуй, функцию сделаем еще дополнительно на сброс нашей игры. В принципе, код не такой большой получится, но давайте мы его распишем. Значит, первым делом создадим
переменную secrets number, пускай будет, который будем присваивать непосредственно maths, далее floor. И что мы сделаем? Возьмем maths.random. Ну и сколько? Правильно. Нам нужно до 100 плюс 1. Соответственно, да, выбираем случайное число от 1 до 100. Дальше мне нужно создать переменную, да, для попыток. Ну и, конечно же, мне нужна переменная для максимального количества попыток. Поскольку у нас значение не изменяется и не должно меняться в принципе, поэтому давайте-ка мы его вынесем в константу. Так. Значит, поехали. Functions. Ну, давайте будем проверять их, да? Соответственно, что нас интересует? Первое, что нам нужно с вами сделать, это, конечно же, получить введенное число из поля ввода. Смотрим, где у нас тут поле ввода. Вот он, да, и у нас есть айдишник input field. Копируем его и делаем обращение к нему. То есть нам нужно его записать в переменную какую-то, да? И что мы туда записываем? Правильно, мы туда записываем непосредственно наше полученное значение из поля ввода. ParseInt. Сюда мы вставляем документ. Далее указываем путь до нашего документа. Да, путь у нас простой. GetElement by ID. GetElement. GetElement by ID. Указываем здесь наш айдишник. Да. Затем .value, поскольку нас интересует значение. Правильно? Правильно. И что еще? Нам нужно увеличивать наш счетчик попыток. Поэтому увеличиваем наш счетчик попыток. Так, это мы сделали с вами. Хорошо, молодцы. Что необходимо сделать дальше? Нам нужно сделать обновление прогресс-бара нашего. Поэтому давайте создадим еще одну переменную прогресс. Прогресс, там, не знаю, % какой-нибудь, да? И что мы для него сделаем? Мы ему присвоим изменение нашей переменной определение на max. Так, умножить на 100. Все, хорошо. Дальше нам нужно вычислить, да, после того, как мы вычислили, как говорится, процент прогресс-бара на основании текущей нашей попыточки и максимального количества попыток, нам нужно будет получить элемент нашего прогресс-бара, чтобы его визуально увеличивать. Для этого я здесь описываю let's, да, опять же, progress. Соответственно, что мы тут пишем? Документ. GetElement by ID, поскольку у нас опять же обращение по ID-шнику идет. Давайте посмотрим, что у нас там. Прогресс, да, вот он. Копируем этот прогресс. Так. Опс. Ctrl-V, прогресс. Супер. Скопировали. Прогресс есть. Дальше нужно устанавливать ширину для нашего прогресс-бара в процентах. Поэтому давайте это сразу же сделаем. Прогресс. Соответственно, .style, да, мы помним, что у нас есть команда style. .width для того, чтобы задавать стили через JavaScript. Ну и насколько у нас получается там плюс. Так, плюс процентное соотношение. Отлично, готово.
Соответственно, это мы с вами установили. Дальше нам нужно сделать проверку нашей угадайки, так называемой. Так, ну и давайте это все делаем в этой же функции, логично, да? Соответственно, проверяем с помощью наших ветвлений. If else, elif. Соответственно, равен. Чему равен? Секретному числу, правильно. Так, Ctrl-Z. Неудобно еще на маке с мака на винду переключаться. Но это ладно, это мелочи. Alert. Выведем сообщение пользователю. Так. Что-то ему не нравится. Почему-то ему что-то не нравится. Потому что я забыл, да, немножечко синтаксис попутал с питоном. Прошу прощения, скобочки забыл. Alert. И поздравляем, да, там, не знаю, напишем сообщение из серии. Поздравляем, вы угадали число. За, там, не знаю, вот так вот сделаем. Попыток, да. Соответственно, выводим сообщение о победе. Да, давайте это сделаем. Документ. Get element by ID. Давайте отключим сразу же возможность в поле ввода что-то делать, да. Ну, копируем, грубо говоря, просто вот эту строчку. И вставляем ее сюда. И, соответственно, нужно поставить статус, да, точка. Disable. Так, и, конечно же, что-то забыл. Documents, get element by ID. Так, точка disabled. И присваиваем значение true, да. Так, что еще нужно сделать? Выдать сообщение пользователю, да. Но предварительно нужно, конечно же, это сообщение. Так, get element by ID. Message, наш айдишник. Соответственно, точка текст контент. Я понял. Промахиваюсь постоянно, да? Далее, значит, что меня интересует? Меня еще интересует установить прогресс-бар в 100%, логично, да, раз мы угадали. Соответственно, прогресс. .style. .width. Присваиваем в 100%. Только вот так вот нельзя его записывать, да? Нужно записать его в кавычках обязательно. 100%. Соответственно, далее что у нас идет с вами? Далее нужно сделать дополнительно условие, да, при котором число меньше. То есть else if, при котором наше число, которое пользователь вводит, будет меньше, чем секретное. То тогда мы опять же будем пользователю давать возможность видеть в сообщении то, что число меньше или больше, да. Поэтому копируем вот это вот сообщение. Так, и вставляем его сюда. Тут мы будем выдавать .text content. Что мы будем здесь писать? Ну, давайте ваше число меньше загаданного, да? Супер, это есть. В таком случае тут у нас будет еще один else, да, тогда? И для этого else у нас, получается, будет еще одна такая же часть, только здесь уже будет ваше число больше загадано. Правильно? Правильно. Ваше число больше. Вот так вот. И получается проверка на количество попыток еще нам с вами нужна здесь. Давайте мы ее также сделаем. Все это в одной функции прописываем, нам не надо заморачиваться. Поэтому делаем еще одну проверку. Опять же через базовое наше условие. Если наше непосредственно, да, количество попыток будет больше или равно максимальному количеству попыток, при этом у нас не равен
секретному числу, да, секретному числу, то в таком случае что мы с вами делаем? Правильно, в таком случае мы с вами выдаем сообщение пользователю, во-первых, алерт о том, что прости, друг, к сожалению. К сожалению, что вы не угадали число и потратили все попытки. Начни снова. Вот такое вот сообщение будем выводить пользователю. Можно сюда еще было бы добавить сообщение дополнительное, но я этого уже делать не буду, видео растягивается. И здесь просто-напросто делаю опять то же самое. Выключаю поле. Выключаю поле, да. Очищаю контент. Здесь все то же самое. Просто копипастим из предыдущего элемента. И так и оставляем. Соответственно, и последний элемент, последняя кнопочка. Давайте мы, кстати, все это дело проверим, да? Прежде чем будем куда-то двигаться. Так, ну да, видео чуть затянулось, не страшно. Так, давайте все это проверим дело. Обновимся. Ага. Так, оп. Давайте проверим, когда число. Так, давайте элемент, консоль. Пока что ошибок мы не видим. Так, пока у нас ничего не работает, потому что мы не вызываем эту функцию, да, это нужно тоже сейчас будет исправить и ее вызвать. Но давайте мы сначала допишем до конца уже код в таком случае, а потом будем вызывать эту функцию. Значит, что мне еще здесь нужно? Мне необходимо создать вторую функцию за пределами этой функции. Так. То есть после вот этой скобочки, логично, да? После вот этой скобки я создаю еще одну функцию. Функцию restart. Ну или же не restart, а reset, да, game. Неважно, в принципе, как ее называть. Значит, давайте ее тоже опишу. Secret number. Получается, здесь что я буду делать? Я буду делать то же самое, повторять по факту, поэтому копируем. Сразу же отсюда все это дело. Так, также, соответственно, сбрасываем количество попыток, да? Где мы тут value получали? Value. Вот наш value. Сбрасываем наше количество попыток. Соответственно, ноль, да, присваиваем. Далее здесь у нас value обнуляем. Помимо этого, так, вот это вот лишняя часть, да, у нас. Значит, помимо этого, что еще нам нужно обнулить? Нам нужно кнопочку нашу. Кнопочку нашего состояния, да, переключить. Disable false будет. Соответственно, что еще нам необходимо сделать? Style вид, да, progress. Где у нас тут прогресс был? Вот он. Так, прогресс тоже нужно обнулить. Соответственно, точка style, точка вид. Сколько? Правильно, присваиваем 0%. И что еще нужно обнулить? Обнулить нужно сообщение с месседжем. Вот это вот сообщение нужно тоже обнулить. Так, хорошо. И что у нас получается еще с вами? Правильно, нужно еще вернуться в этот файл и здесь для двух наших кнопок прописать. Что? Действие. Действие для наших кнопок нужно прописать, поэтому one click. Для первой эта функция будет check, да, или как она у нас называлась? Ага, check. А вторая это у нас reset game. Соответственно, one click, reset game. Так, сохраняемся. Ну что ж. Давайте запустим наш браузер и посмотрим, что у нас тут происходит.
Так, обновимся. Ну, давайте. Угадать. Ваше число больше, да? То есть мы, в принципе, как только запускаем, у нас игра уже пошла. 6. Угу, не подходит. Ваше число меньше, да? Давайте 70 больше, да? 50. Угу. 30. 20. 15. Так. Ну, допустим, 6. 7. Оп, отлично, мы угадали. За 8 попыток, да, мы с вами угадали. Супер. Сайдбар запомнился до конца. Начинаем заново. Давайте проверим количество попыток. Так, отлично. Все, и опять же, да, поле у нас закрыто, ничего не можем нажать, поэтому начинаем заново. Вот такая вот интересная игра у нас с вами получилась на JavaScript.